Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы с вами поговорим на тему, как отличить настоящие доллары от фальшивых. Не все из нас каждый день встречаются с пачками баксов, а когда периодически приходится это делать, начинаешь переживать, настоящие ли это деньги или нет. Давайте мы с вами рассмотрим две купюры, старого образца и нового, и определимся, на что нужно обращать внимание. Значит, первое. Такие купюры нового образца в данный момент почти не подделываются, так как с этой защитной полосой подделать их значительно сложнее. Среди таких подделки встречаются чаще. Значит, на что нужно обращать внимание в первую очередь? Первое — это бумага. Она тоньше обычной, и она шелестит. На ощупь она отличается. Почему? Потому что это не обычная бумага. Эта бумага, это по сути, можно даже сказать, ткань. Она состоит из хлопка и льна. 75% хлопок, 25% лен. Чем это отличается? Во-первых, она тоньше обычной бумаги. Во-вторых, она шелестит. В-третьих, она не боится воды. То есть такая бумага, даже если их в доллары намочить, через время она высохнет. И свойства их эта бумага не потеряет. Так как обычная бумажка после такого приходит в негодность. Дальше. Значит, смотрим на нумерацию. Нумерация должна быть с этой и с этой стороны одинаковая. То есть цифры эти все должны совпадаться. Видите, сзади нумерации нету. Тут у нас совпадается. Дальше. Буковка F здесь и здесь. Вот у нас попалась F. Тут может быть не F, любая другая буква. Она должна совпадаться. Это Вот эта циферка 6. Это порядковый номер в английском алфавите той же буквы F. Если тут будет А, тут будет стоять единичка. Это буква, это отделение Федерального резервного банка, которое печатает. Здесь вот там номер клише, серия. Значит, чем еще отличаются оригинальные доллары от фальшивых? Четкостью. На оригинальных печать вся очень четкая. Печатается она такими чернилами, которых нет в продаже. И она объемная, то есть сделано это даже для того, чтобы слепой человек мог на ощупь прощупать пальцем, какого достоинства эта банкнота. Ну давайте начнем с самого главного. Надпись 100 долларов. И на старых, и на новых она двухцветная. Если вы смотрите прямо, вы видите один цвет. Если повернуть под углом, цвет меняется. Видите, так зеленая, а так черная. Видно? Видно, вроде камера берет. Подделать это сложно, это первое, на что вы должны обратить внимание. Так, второе. Купюры, надписи, они как бы объемные, они шершавые. Вы их должны пальцем провести, почувствовать. Воротничок вот здесь шершавый, 100 шершавая, вот это шершавая. Дальше, если мы, сейчас попытаюсь подсветить снизу, вот видите, здесь защитная надпись. Должна соответствовать номиналу купюры. На сотке написано USA 100, USA точнее, простите меня за неграмотность. Дальше водяные знаки, вот вы видите. Фотография должна быть того же дяденьки, который нарисован здесь. В данном случае у нас Франклин, то есть и тут должен быть Франклин. Вот, на это вам стоит обратить. Какие бывают подделки? Чаще всего самая распространенная подделка, когда берут купюру достоинством там 1 или 5 долларов, смывают с нее краску и рисуют тут, к примеру, 100 долларов. Это сложно подделать, так как бумага будет, сложнее заметить, так как бумага будет настоящая, и водяные знаки будут, но знак будет водяной не с той фотографией, и на этой ленточке будет другая надпись. Так, на что еще обратить внимание? Ну, с новыми все проще. Их сложнее подделать. Так, бывают самые бестолковые простые подделки, когда в купюре 1 доллар нолики дорисовывают, но это легче всего определить. Так, ну по поводу краски, по поводу шершавости, по поводу номеров я вам все вроде сказал. По поводу четкости. Если взять увеличительное стекло, в оригинале все вот эти вот, видите, завитушечки, они очень-очень четко прорисованы. В подделках такого качества не будет однозначно. Ну, на 100% показать, купюра настоящая или нет, для этого нужна специальная машинка. И по поводу еще одно. Это волокна. На старых купюрах лучше видно. Ну, вот видите, камера, наверное, не возьмет.
На самой купюре должны быть такие волокна, или красные, или синие, или зеленые, как будто кусочки ткани или нитки вкрапленные. Они не нарисованные должны быть, а как вкрапленные. И это волокно, вот, его можно, если взять иголочку, выковырить. На подделках эти волокна нарисованные. Раньше, если честно, в юности я по глупости думал, что это дефекты печати. Нет, на самом деле это не дефекты, это такая же защитная вещь. Вот. Если покажет камера, вот здесь такое сине-зеленое волокно. Если его так не отколупаешь. По поводу годов выпуска, на старых банкнотах портреты были меньше, на этих они все побольше уже. Ну вот, в принципе, все в двух словах рассказал. Если у вас возникают сомнения, идите в ближайший банк или обменник и проверяйте. Основное, то, что вы должны обращать внимание сразу, я вам рассказал. Ну, желаю вам удачи, подписывайтесь на канал.